Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот уточки Лала Фанфан. Вяжем ножки, туловище и голову одной деталью. Начнем с ножек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. В следующем ряду вяжем 7 прибавок подряд. Это у нас будет второй ряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд отмечаем маркером. Следующие 5 рядов, это с 3 по 7 включительно, вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. Провязали, вытягиваем слегка петлю, ниточку отрезаем. Я этого делать не буду, потому что это у меня вторая ножка. Вот она, первая ножка. По второй ножке мы будем продолжать наше вязание. Итак, обе ножки по 7 ряд включительно вяжутся одинаково. Далее у нас будет 8 ряд. По второй ножке вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 7. Набираем 2 воздушные петли, 1, 2, подхватываем первую ножку, затягиваем петелечку и вот эти вот 2 петли протягиваем сквозь друг друга. Далее вяжем по первой ножке 14 столбиков без накида. 1, 2, 14. Далее у нас идут 2 петли по цепочке. Сначала заводим крючок в месте соединения этой цепочки с ножкой, протягиваем рабочую нить, далее подхватываем стеночку первой петельки, которая состоит из 2 воздушных петель, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее подхватываем по цепочке вторую стеночку второй петли, протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в месте соединения цепочки и второй ножки. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы сделали для того, чтобы при наполнении наполнителем в этих местах не образовались отверстия. Далее до конца ряда нам нужно провязать 7 столбиков без накида. 2, 7. Итак, провязали мы с вами 8 ряд. В этом ряду мы сделали соединение ножек. Итоговое количество петель здесь должно получиться 32. Следующий ряд 9. В этом ряду в начале ряда вяжем 19 столбиков без накида. В месте соединения, это получится лицевая сторона игрушки, тут вот по цепочке, будем вязать как обычно, без всяких протягиваний рабочей нити, как мы делали это со стороны спины игрушки. Итак, то есть провязали мы по ножке 7 столбиков без накида, дошли до места соединения. Здесь у нас остались незадействованные стеночки 2 петель, и вот мы за них провяжем 8 столбик без накида,
и 9 столбик без накида. И вяжем еще 10 столбиков без накида. Это те, что мы вяжем 19 столбиков без накида в начале ряда 9. Далее вяжем 2 прибавочки подряд. Провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида. Провязали 2 прибавки. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Здесь мы тоже вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. И до конца ряда вяжем еще 3 столбика без накида. Итоговое количество в этом ряду у нас должно получиться 36 петель. Продолжаем наше вязание. Следующие 9 рядов, это с 10 по 18 включительно, вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд у нас 19. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4, плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стенки. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд у нас 20. И в этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним игрушку наполнителем. Наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка у нас не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 21. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2, плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд у нас 22. В этом ряду мы будем вязывать ручки. Берем одну ручку и провяжем вместе с туловищем 3 столбиками без накида. Первый столбик без накида. Далее второй столбик без накида. И третий столбик без накида. Далее по туловищу вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ручку и точно так же провяжем вместе с туловищем 3 столбиками без накида. И до конца ряда провяжем еще 6 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 23. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда.
Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 24. Этот ряд мы провяжем без изменения, 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, я еще немного наполнила игрушку наполнителем. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд у нас 25. В этом ряду мы провяжем 12 прибавочек подряд. Вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 26. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 27. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 45. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 9 рядов, это с 28 по 36 включительно, вяжем без изменения. В каждом ряду по 45 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 37. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 13 столбиков без накида, 3, 4, 5, 13 плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 38. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 5 столбиков без накида, 3, 4, 5 плюс 1 убавка. Так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 39. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 убавка. Так мы вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 40. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и наполним наполнителем. Далее фиксируем глазки. Я уже это сделала, сейчас объясню, между какими рядами их надо будет фиксировать. Между 33 и 34 рядами на расстоянии друг от друга 3 столбика. И продолжаем наше вязание. Следующий ряд у нас 41. В этом ряду вяжем такую комбинацию:
2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. Следующий ряд у нас 42. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим мы до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания дозаполним нашу игрушку наполнителем. Провязали. Маркер можно уже снять, он нам не понадобится. Следующий ряд, последний, 43. И в этом ряду вяжем 6 убавочек подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали. Рабочую нить протягиваем и отрезаем, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. Этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Продолжим и закончим вязание нашей уточки уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью, заключительную часть видео мастер-класса «Уточка Ла-Ла Фан-Фан». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!